Доброе утро. У нас сегодня тучно в городе, хотя только что было солнышко, но вроде бы уже неделю как тучно передают, что скоро это все закончится. Так что вот. Скоро все-таки весна. Вроде завтрашнего дня должно закончиться эти тучи и все такое. Так что надо готовиться к весне, к поездкам. Я сегодня немножко автомобильную тему расскажу, потому что сам готовлюсь к поездкам следующим. Значит, надо привести машину в порядок. Вон фары как светят и все такое. Все, что случилось на этой неделе с машиной. Сейчас разберемся. Заодно хочу с вами посоветоваться. Вот. Надо поменять мне вот эти штуки. Вот эти штуки две надо поменять. Вот они. Вот это датчики, которые назад, когда сдаешь. На дверях существуют такие защелки. Если двери моют, могут тряпкой ее вот так зацепить, и тогда снутри эта ручка не срабатывает, не открывает. Это для детей. Так что не забываем ставить на место. Видите, тут детский знак такой, чтобы открывались двери. Мне так помыли, не открываются. Мы продолжим техническое видео. Значит, начнем с ключей. Ребятки, что у меня случилось позавчера, был ночью, там в одном месте хотел завести машину, машина закрылась и потом не открывалась. Не открывалась из-за того, что батарейка в этой штуке села. А ночью где купить батарейки? Так что вот, мое вам предложение. То есть открыть машину вы можете ключом, но она воет, и выключить сигнализацию вы не можете. Соответственно, конечно, это вот еще то удовольствие, когда машина воет, а вы пытаетесь там что-нибудь сделать ей. Так что, ребятки, после этого купил батарейки, они должны лежать в бардачке всегда, потому что даже если так получилось, или еще вот у меня один раз замокло, пришлось раскрывать, сушить. То есть раскрывается она просто вот здесь, видите, вон я уже пару раз раскрывал. Кстати, защелкнул назад? Да, защелкнул. Вот здесь в трещину раскрываете, меняете батарейку, сушите, если замокло, еще что-нибудь делаете. Так что мой вам совет, берите сразу несколько этих батареек, ложите в машину, пускай будут. Это вам пригодится на случай чего. Даже повоет, пока вы замените батарейку, а потом выключите сигнализацию. Теперь вопрос с лампочками. Тут я даже хочу посоветоваться с вами, что делать с этими лампочками. Вот дело в том, что хочу лучший свет сделать в машине. Так как начинается сезон, начинаются поездки и на море, и по рыбалкам, по 5-му, по 10-му, лучший свет это всегда немножко лучше. Целый вечер сидел, выбирал, как там этот самый, что лучше купить. В общем, простые, самые простые лампочки стоят 300 песо. Такие лампочки, как я купил, где-то по 700 песо стоят. Но это написано, что немецкие лампочки. Вот они, видите. Немецкая лампочка. Вот такие. Я себе купил. У меня AC4, то есть дальний-ближний в одной лампе. И дело в чем, были стандартные у меня лампочки, стояли до этого такие же самые, такой же модельки, это то, что я повытаскивал, такой же модельки, но они были стандартные, то есть тут получается 60-50 ватт, то есть 60 на дальнем, 50 на ближнем свете мощность. И я купил эти лампочки, потому что они 190. Вот, написано супер бриллианты премиум. 190, 100 ватт на дальнем, 90 на этом. В принципе, я рассматривал варианты купить леды. И вот тут хотел посоветоваться. Может, кто пользуется ледами, этими самыми, в машине в фарах. Вот как вам насчет этого? Потому что я начал выбирать. Во-первых, у меня такая машина, которая, если эта лампочка перегорела, мне на табло сразу дает типа error, который, что лампочка сгоревшая.
и высвечивает номер там такой-то, к примеру. И говорят, что LED, так как они потребляют меньше, ну, я читал про свою машину, меньше потребляют энергии, компьютер машины думает, что она сгорела, и показывает тоже этот эррор. Конечно, он светит, все. Машина едет, но постоянно этот эррор высвечивается. Есть какие-то лампочки, которые в общем, с коробочкой специальной, то все, они не дают вот этого эррора. Стоит это приблизительно, я смотрел набор 6000, которые как бы считается, что лучшие. То, что я увидел. Но меня смущает одна вещь. У всех этих лампочек, что у нас дешевые, как бы скажем так, C6, где-то стоят около 2500, которые подороже где-то около 6 с лишним тысяч стоят лампочки LED. Свет вроде в них там получше, покрасивее, но говорят, что есть проблемы. Из-за этого я решил, может, купить просто вот такие вот лампочки, как бы стандартные, просто помощнее. И какие проблемы есть? Говорят, неправильно свет направляют дешевые лампочки. То есть, куда попало, туда и светят. То есть, слепят встречный транспорт и все такое. То есть, рассеивает как попало. Не соответствует как бы рассеивание стандартной линии рассеивания на ближнем свете, чтобы он не слепил, ну и на дальнем направлении. То есть, он как бы лупит много света, но не понимает никуда оно там светит. Это первая проблема, которая меня смутила, потому что, в принципе, хотелось быть на дороге, чтобы видеть правильно все-таки ночью, а не это. Но и хочется хорошо видеть. Особенно там по полям, по автопистам, на всяких, где быстро едешь, там может кто-то выскочить, еще какая-то случится зверь какой-то, не проблема. Одним словом, лучше бы хорошо видеть. Это раз. И вторая, что меня очень смущает, ну там у меня получается так, там чехол такой, который лампочка вставляется, закрывающий, чтобы пыль не попадала в фары и все такое. Он будет проходить, его надо будет подрезать. Но может быть, некоторые модели, что и не надо будет подрезать. Но по-любому, получается, торчит вентилятор, который охлаждает LED. Я так посмотрел, у нас те, которые мне более-менее на что-то смахивают, которые говорят, что эррор не дают, которые говорят, что более-менее как бы линию света выдерживают, те, которые по 6000, все равно они с вентилятором идут для охлаждения, потому что, говорят, такие лампочки разогреваются там до 85-90 градусов LED. Соответственно, у нас еще страна жаркая. У нас и своих на улице может днем, а за городом надо ездить с включенным светом. Может быть там 40 градусов, 35-30. И плюс она сама разогревается, я не знаю, она там, мне кажется, сплавится, эта лампочка в Аргентине, в машине. Это одно. Второе, вентилятор. Почему меня так волнует вентилятор? Во-первых, он будет торчать снаружи, и, то есть в моторе он будет торчать, но не под чехлом. И он будет забиваться пылью обязательно, я по-любому. Я очищу компьютерный вентилятор, это большущая проблема. Он будет давать меньше, если вообще не остановится оборотов. И мне кажется, она просто сгорит к манаткам там. Это лампочка. Мне кажется, что вентилятор не самая классная вещь. Если он сначала, то он будет дуть, но потом он все равно будет по-любому из-под колес, мотор, все вот это получать пыль, грязь, воду от дождевую. И я думаю, он забьется очень быстро, и она перегреется и сгорит. Это, мне кажется, раз. Второе. Так как он дует туда в середину, мне кажется, вместе с этим он все фары забьет пылью, этот вентилятор. Одним словом, я не знаю. Есть какие-то еще с лентами, с такими металлическими, как бы охлаждающими, которые без вентилятора. Тоже как-то одну только видел марку у нас. Одним словом, хотел спросить, если кто пользуется, у меня же там большинство все-таки мужчины на канале, если кто пользуется вот этими ледовскими лампочками, как ваш совет, какие лучше все-таки поменять? Максимум, что я нашел для своей машины, как бы стандартные, без каких-либо вентиляторов, это вот эти. Они вроде более мощные. Видео сам еще не пробовал. Вчера только поставил и еще ночью не ездил. Не знаю, как она светит. Снаружи вроде как не сильно вижу, отличается. Но, говорят, отличается те, кто пробовал. Ладно, продолжаем дальше. Я же говорю, после мойки закрыли двери, не открывались эти двери. И пришлось, я уже там начал смотреть насчет того, как их ремонтировать. Думал, что-то случилось, кабель выскочил. Еще потом вспомнил, что у меня же есть такая штука.
Очень классная штука — это вот эти сенсоры, которые пищат и показывают расстояние до предмета, если вы назад сдаете. То есть сенсор de estacionamiento, как у нас называется, не знаю, паркинг сенсоры. И у меня два не работает. То есть работают с правой стороны, не работают с левой. Сначала тоже не понял, подумал, что это что-то сложное, ибо мне ставили прямо при покупке машины. Оказалось, не такое сложное, буду менять. Купил эти сенсоры, они дешевле лампочек, оказывается, стоят. То есть, если лампочки могут стоить и 6 тысяч за 2 штуки, то есть 3 тысячи, то вот эта вся система мне обошлась 1500 по Mercado Libre, по сайту купил. И она полностью вот такая, посмотрел видео, как они меняются, и буду менять. То есть коробка управляющая, мне только теперь надо найти, где у меня спрятали вот эту коробку. Да, на ней. Теперь с большим длинным, чтобы аж от этого самого, от стекла переднего и до конца хватило аж до багажника кабель. И вот датчик, который светится, у меня такой же там светится на машине, который показывает, сколько метров осталось у вас справа, слева, где препятствие. Что еще в наборе есть? Сверло, которым можно машину посверлить, кто не боится сверлить свои машины. Я уже как-то привык сверлить каяки, машины. Буду каяк сверлить, если что. Вот смотрите. Сверлышко есть уже. И есть этот самый липучки всякие, чтобы клеить. Вон тут лежат прямо липучки. Надо, кстати, будет хорошо свою проклеить по-новому. Но моя вот эта штука работает. И сами датчики, вот они, эти датчики. То есть я теперь должен найти, где стоит коробка, взять два датчика, и которые у меня не работают, и посмотреть. Если там что-то вытянулось, потому что я случайно на нее нажал бы, не знал, где коробка, то это одно. Если нет, просто заменить вот этот датчик до своей коробки. Ну, если коробка не работает, ну, коробка тоже есть. Одним словом, классная вещь, недорогая, пищит хорошо. Мне вот сейчас два не работают, я прямо аж начинаю нервничать, когда вот они не работают. Все-таки как бы привычка, вторая натура. Когда вы привыкли, что оно у вас работает, то оно у вас работает. Вот такие вот мелкие вещи, как бы все уже почти подправил. Вот осталось дождаться, когда не будет дождя, заменить вот это вот, чтобы уже к поездкам быть готовым полностью. И до сих пор, хотя и купил другие, еще не пробовал ночью, как они светят, меня мучает вопрос вот насчет фар. То есть покупать, не покупать вот эти LED, как вы посоветуете? Автомобилисты, так что готовимся. Техосмотр я прошел. Колеса недавно менял, тормозные накладки недавно менял. Готовимся к поездкам по рыбалкам, по всему. Я удочку на прошлой рыбалке поломал, скоро увидите в видео, которое выйдет. Хорошую четырехколенную, но я ее уже поремонтировал, очень круто, мне так понравилось, как я ее поремонтировал. Так что, если кого интересует ремонт карбоновых удочек, вот этих, как бы углеродных, или как они называются, то могу вам видео посоветовать мое. Ха-ха. Пока всем. Отвечайте насчет лампочек, не стесняйтесь. Ну и это можно обсудить.